Всем привет. Знаете, очень много разных слухов, то, что я куда-то Аню дел, что она куда-то улетела, на самом деле не умерла, что еще что-то, еще что-то. И меня спрашивают, почему ты это не опровергаешь? Ну, знаете, если честно, я и сам готов в это верить. Потому что, потому что. И как сказать, я бы очень рад был, чтобы вот эти слухи, они были, как сказать, настоящие. Но, увы, но, увы. С Аней через определенных практиков общались, которые настоящие практики. Все хорошо у нее. Все у нее хорошо. И она после смерти очень активная была. Она и приходила, и через Барсика показывала, что она рядом. Барсик на ручке просился, к потолку, грубо говоря, как он обычно делал перед Аней, потому что Аня его на руках любила носить. Вот, сейчас покажу в телефоне вам. Вот это могила Ани. Вот. Сейчас еще. Сейчас найду. Вот видео. Вот Анина могила. Потом эти все сухие цветы убрал, нормально положил. Вот. Почему расклад такой? Потому что на самопознание мало кто смотрит, и ваш любимый — это радость на пороге, поэтому я решил этот расклад снять, и чтобы больше людей увидели, во всякие слухи не верили. Вот, да, не сходится начало этого расклада и, как сказать, и сам расклад. Вот, давайте начнем наш расклад. Так, давайте. Расклад на моих колодах. Вот. Единички. Карты читаем парно, и какая радость тебе идет, да? Я даже не знаю, как снимать расклад такой. Что сейчас в твоей жизни происходит для сигнификации? Ты сейчас знаешь, как студентка перед экзаменами. Каждый день чего-то учишь новое, новые навыки осваиваешь, там читаешь, смотришь обучающие видео. Ты решила прокачать себя вот в какой-то области и реально вот вкладываешь в это все время свое и силы. Ты или английский, или маркетинг, неважно, но что-то полезное для своей работы ты изучаешь. То есть не просто какие-то пустые знания, да, а для того, чтобы работать. И знаешь, что самое интересное? У тебя уже все есть для успеха.
Ты же умничка. Ты не просто мечтаешь, ты реально делаешь. Компьютер, программы, время, все это у тебя есть. Ты можешь создавать и идеи в жизнь воплощать, решать любые задачи. Ты знаешь, ты вот как мастер, у которого полный набор инструментов, да, и руки откуда нужно растут. Но самое важное, ты поняла, что ты можешь сама менять свою жизнь. Не ждать, что там кто-то, какой-то голубой, как сказать, не голубой волшебник, а волшебник на голубом вертолете прилетит и все исправит. Ты берешь и делаешь. И каждый день ты становишься лучше, чем вчера. Ты изучаешь новое, практикуешь. Вот очень много людей на меня, ну, говно льет, извините меня за выражение. Вот смотри, чем отличаются нормальные люди от таких? Они застряли в своем говне, выбраться не могут. А ты на таких не обращаешь внимания. То есть ты, как сказать, выше уровнем не то, что это даже сравнивать стыдно. Знаешь, вот есть черти, да, вот в аду, которые такие присмыкающиеся бесенки, которые вот ничтожество. А есть ты, ангелочек. Вот так можно сравнить, я считаю. Вот ты, вот этот ангелочек, ты в таком потоке развития, что ты даже не замечаешь, как быстро ты растешь. А все вот эти бесята, они ж не растут, они просто в говне купаются. И вот ты прям умничка. Но да, конечно, ты ошибаешься иногда, но ты учишься на своих ошибках. Ты растешь очень быстро в смысле знаний, а не в смысле вверх. И вот твоя учеба и работа над собой, они создают вот прочный фундамент для чего-то очень крутого, что скоро к тебе придет. Да какая радость к тебе-то идет? Классное предложение о совместной работе. Ну, это я сразу так сказал, да? То есть кто-то заметил или заметит твои вот эти новые навыки, что ты умничка у меня. И захочет с тобой делать общий какой-то проект. И это не просто подработка, знаешь, это вот, как сказать, настоящее партнерство с опытными человеками. Они увидели, что ты развиваешься, что у тебя есть потенциал и хотят в тебя вложиться. Понимаешь? И вот этот проект, он тебе не только вот деньги принесет, очень классный опыт, что вот, как сказать, дороже любых денег. Ты будешь работать с профессионалами, учиться у них, какие-то методы, возможно, перенимать. Это, знаешь, ты попадешь в команду мечты, где вот каждый свое дело знает. И ты поймешь, каково это работать, как говорится, не впустую, а вот, как сказать, вот в команде единомышленников. И самое классное, этот проект, он будет твоей визитной карточкой. После него к тебе будут там другие клиенты обращаться, потому что увидят, на что ты способна. Ты получишь не просто деньги, а вот репутацию. Вот что самое важное, это репутация. Люди начнут тебя рекомендовать друг другу, появится очередь из клиентов. Но знаешь, главная радость, она не в деньгах у тебя будет, а в том, что ты наконец-то почувствуешь себя на своем месте. А это многого стоит, потому что деньги приходят, деньги уходят. А вот когда на душе такое чувство, что я там, где нужна, и ты вот как раз поймешь, что свое призвание нашла, и то дело, которое приносит тебе как удовольствие, так и денежки. Да, без денежек никуда. И вот оно вот так вот, понимаешь? И ты больше не будешь думать там о работе как о каторге, да? Это будет твое творчество, твоя самореализация. Как ты можешь упустить эту радость? Да, будем рассматривать и такое. Но знаешь, твоя критичность проблем по картам. То есть, когда тебе предложат вот этот проект, да, ты начнешь его по косточкам разбирать. И у тебя в голове будет, знаешь, а вдруг я не справлюсь? А если там люди разочаруются во мне?
А если это не то, что я хочу, ну вот это вот вся ерунда такая. И ты будешь искать подвох там, где его нет. И в итоге ты можешь отказаться от вот этой классной возможности. А еще хуже, знаешь, ты можешь захотеть все переделать и пересмотреть. Тебе вот покажется, что их план не идеален, что можно, как говорится, сделать лучше. И вместо того, чтобы вот принять предложение, ты начнешь свои варианты предлагать. А это, конечно, их отпугнет, вот этих партнеров, да, потому что они хотят работать, а не бесконечно планы обсуждать. И требователен ты можешь очень сильно быть к условиям. Начнешь там свои требования к графику, к оплате, к распределению всяких обязанностей выдвигать. Будешь думать, что раз тебя позвали, то ты можешь правила диктовать. Но это партнерство, а не твой личный проект, вот это запомни. И, конечно, самое опасное, ты можешь решить, что ты не готова, что это не мое. Вот так вот ты обычно делаешь. Ты подумаешь там, что нужно еще поучиться, да, еще подготовиться, еще что-то там освоить. Но проблема в том, что ты таким образом, э, я не знаю, как слово подбирать, давай я своими словами скажу, просираешь очень много проектов из-за вот этого вот. Понимаешь? Готовность, она же сама по себе не приходит, она приходит в процессе работы. И если ты будешь ждать вот этого вот понедельника, 1 числа, полной своей готовности, то ты упустишь все хорошие предложения, как ты до сегодняшнего дня это делала. Твоя критичность по картам, это будет самым главным твоим врагом, понимаешь? Совет. Ну смотри, когда к тебе придет вот это предложение, отнесись к нему честно и справедливо. Не ищи подвоха, не пытайся переделать все под себя. Просто вот оцени, интересно ли тебе вот это дело, да? Честные ли это люди, реальные ли сроки. Если да, то соглашайся, конечно, без раздумий. И главное, радуйся этой возможности. Не думай о том, что может что-то не так пойти. Думай о том, чего ты добьешься, если все получится. Ты так долго к этому шла, так много училась, что я считаю, что пора пожинать плоды, а не постоянно ждать какого-то 1 числа. Разреши себе быть счастливой от того, что твои усилия наконец-то будут окупаться, понимаешь? И запомни вот одну вещь, ты заслужила этот успех. Не случайно тебя заметили и пригласили. Ты реально выросла как специалист, хоть ты так и про себя не думаешь. А люди-то это видят, то есть со стороны это видно. Поэтому никогда не принижай свои достижения и не сомневайся в себе. Я лично в тебе не сомневаюсь, поэтому и ты не смей этого делать. Принимай комплименты. Да, тебе там неудобно такие штуки, да, я понимаю. Но принимай. Предложение принимай. Успех принимай. И еще один важный момент по картам в купе. Знаешь, будь открыт к обучению. Даже если ты многое знаешь уже, всегда есть чему учиться у других. Слушай советы ихние, да. Я знаю, что ихние слова такого нет у вас в русском языке, но я с вами на кураптоновском общаюсь, где есть слово ихние, егошние и так далее. Так вот, слушай ихние вот советы партнеров тех. Опыт как-то перенимай, да. Не стесняйся вопросы задавать, потому что ты очень стеснительная в этом плане. Этот проект, он, знаешь, не только принесет тебе деньги, но и сделает тебя еще более профессионалом. Поэтому радуйся не только результату, но и самому процессу. Ну, тут мне больше нечего сказать. Вот эту колоду я подарил вам, зрителям, и можете взять, распечатать себе, можете, как сказать, денежки на ней делать, да, там, распечатать, продавать, там, Озон, Wildberries, eBay, еще какие там площадки есть. Не стесняйтесь, мне не жалко. Давайте перейдем на Бусти макеты этих колод на уровне проживания арканов. Так, давайте перейдем ко второму варианту.
двоечки. Читаем карты парно. Надеюсь, начало расклада вы прослушали. Что сейчас в твоей жизни происходит? У тебя звездный час сейчас по картам. То есть ты добилась того, о чем давно мечтала на работе. Тебя или повысили, или дали прибавку, да? То есть признали твой вклад в компанию. Все коллеги поздравляют тебя, начальство хвалит, ты умничка. Ты получила уважение и признание, за которое очень долго боролась. И это не просто везение. Нет, никогда не списывай, свою победу как везение. Ты реально заслужила вот этот успех своим трудом. Дома у тебя тоже хорошо все. Семья тебя поддерживает, дети, если есть, они радуются, муж гордится. Ты стала с семьей время больше проводить. Появились какие-то новые ваши семейные плюшки, как бы заменить слово плюшки, вот традиции, я бы сказал. По выходным там всей семьей собираетесь, да, что-то вкусненькое готовите, фильмы смотрите. То есть дома тепло и понимание, которого раньше очень не хватало. Ты достигла баланса между работой и личной жизнью. Днем ты успешная вот эта бизнес-вумен, да, бизнес-леди, а вечером ты любящая жена, мама, если дети есть и так далее. То есть все сферы жизни, они наладились. И ты чувствуешь, что живешь полной жизнью, что у тебя есть карьера, семья. И вот это ощущение полноты, оно дает тебе уверенность в себе. И, конечно, дает радость от каждого дня. Ты просто понимаешь, что ты прошла долгий путь к этому состоянию, и теперь ты можешь наслаждаться плодами своих усилий. Да какая радость-то идет? Знаешь, у тебя идет совсем другая радость. Тихая и спокойная. Вот, знаешь, ты познакомишься с каким-то молодым парнем, с молодым человеком, так скажем, да, который тебе в твою размеренную жизнь свежесть принесет. И это не романтическая история, нет, ни в коем случае. Это что-то такое чистое и светлое. Он младше тебя, у него энтузиазма полные штанишки. И веры в жизнь огромная. И вот этот парень, он, знаешь, он станет для тебя как младший брат. Он будет приходить в гости, там, с семьей общаться, делиться своими планами, мечтами и так далее. Твой муж его тоже полюбит, если у тебя муж есть. Дети от него тоже в восторге будут. Он, знаешь, он принесет в ваш дом атмосферу молодости, как сказать, атмосферу молодости, оптимизма. Ты поймешь, как здорово иметь рядом человека, который на мир свежими глазами смотрит. С ним ты почувствуешь себя наставником. Он твоего совета по работе будет спрашивать, по жизни ты поделишься с ним своим опытом. Поможешь ему ошибок избежать там в его там любовных историях и на работе. И вот это тебе даст новое ощущение, что ты можешь не только успеха добиваться, да, но и передавать знания другим. И вот эта радость, она, знаешь, очень гармонично будет вписываться в твою жизнь. Ни в коем случае не нарушит семейный покой. Красок добавит. То есть ты золотую середину найдешь между заботой о нем и там своими какими-то обязанностями. Это и будет вот эта радость, которой тебе не хватало. То есть возможность мудрым старшим товарищем быть для кого-то. Понимаешь? Как ты можешь упустить эту радость? Активной социальной жизнью можешь испортить. Потому что, смотри, я объясню. Сейчас вот, когда у тебя дела идут хорошо, подруги там на тусовке тебя зовут, то корпоратив, то день рождения, то просто в кафе посидеть. И ты будешь так занята вот этими встречами, что ты просто не заметишь, как в твою жизнь войдет этот человек молодой. А молодой человек — это не обязательно мужчина, это может быть и девушка. И ты еще очень можешь увлечься
работой, ну, со своими там партнерами какими-нибудь, у тебя появятся новые проекты, где нужно там с коллегами работать. Ты будешь так, как сказать, погружена по уши в работу, ну, во всякие там обсуждения, планы, что просто забудешь о личной жизни. Будешь домой уставшая приползать, да, и не захочешь общаться с новыми людьми. И вот твоя проблема в том, что ты слишком активный будешь. Ну, на работе социально. Все время где-то мелькать, с кем-то встречаться, что-то обсуждать. И вот этот человек, он как раз ценит тишину и спокойное вот общение. Если ты будешь постоянно в движении, он просто не найдет возможности с тобой подружиться, понимаешь? И еще одна опасность по картам. Это ты, знаешь, решить можешь, что у тебя уже все есть, что нужно. Успешная работа, семья счастливая, друзья хорошие. И там в голове будет, зачем мне еще кто-то? Понимаешь? Итак, совет. Вот этот человек, когда появится, да, в жизни, не живи воспоминаниями о том, какой ты была в его возрасте. Не рассказывай ему постоянно истории своей молодости. Не сравнивай его время с твоим. Он живет здесь и сейчас. И ему нужен наставник, который понимает современную жизнь, понимаешь? Прими то, что твоя жизнь, она в новый цикл входит. После вот этого всего периода борьбы за карьеру, создания благополучия семейного, наступает время передавать опыт другим. Это естественный ход вещей. Ты достигла стабильности, и теперь ты можешь помогать тем, кто вот только свой путь начинает. Не бойся перемен своей вот этой, как сказать, равномерной жизни. Да, у тебя все хорошо, но это не значит, что нужно вот, как говорится, законсервировать вот это все. Жизнь — это движение. И появление нового человека в твоем кругу — это не угроза, это подарок. Он свежий взгляд принесет там на вещи, которые ты считаешь привычными. И, конечно, самое главное, готовься к тому, что твоя роль поменяется. Ты знаешь, ты переходишь из разряда тех, кто учится, в разряд тех, кто учит. Понимаешь? И это большая ответственность. Ну и радость, конечно, большая, потому что судьба, она посылает тебе вот этого человека не случайно, потому что у тебя есть что-то, что ему дать ты должна. Я имею в виду кармическая задача. Поэтому носик не вороть от этого человека. Так, колоды, которые ты видишь на экране, колоду, это колода «Нейроведьма и Дед 2». Ее можешь распечатать, макеты на Бусти и себе взять или продавать их, как хочешь. Ну а мы переходим к третьему варианту. Троечки затейницы. Ну, у вас тут сразу все так понятно. Прям даже не нужно было говорить, что троечки. У вас по картам видно, что вы троечки. Какая радость к тебе идет, что в жизни-то происходит сейчас? Ну, у тебя большой этап жизни заканчивается. Да, кстати, посмотрите вступление к этому видео. Там я вам показал одну вещь. Телефон свой показал с определенными фотографиями. Ты сейчас расстаешься с мужчиной, с которым долго была. Это сигнификация. И это не внезапный разрыв, нет. Это у вас осознанное решение. Вы просто поняли, что разными людьми стали.
и больше друг другу, как говорится, не подходите. Больно? Да. Жалко? Да. Там времени потраченного жалко? Тоже да. Но ты четко знаешь уже, назад дороги нет. И сейчас у тебя выбор, распутье. У тебя два варианта. Первый — остаться одной, заняться собой, там, карьерой, путешествиями. А второй — открыться для новых отношений, да, искать, кто тебе подходит. И ты вот мечешься сейчас. То ли заняться, как говорится, карьерой, обучением и так далее, а то ли опять в семью удариться. Ну, с одной стороны, тебе хочется свободы после вот отношений долгих. Делать, что хочешь, пирожки кушать, сколько влезет, мороженки 2, а то и 3 скушать. А с другой стороны, ты привыкла вот к этой парной жизни и боишься одиночества. Особенно по вечерам, когда домой приходишь, да, в пустую квартиру, то грустненько становится. Но, знаешь, самое важное, вот этот разрыв, он освободил тебя от груза. Ты больше не тащишь на себе проблемы чужие, не подстраиваешься под мнение чужое, под настроение чужое не подстраиваешься, не жертвуешь там планами своими ради кого-то еще. Сейчас ты вот впервые за долгое время честно ответить себе на вопрос можешь, чего я хочу от жизни. И вот этот выбор, который сейчас перед тобой, он дальнейшую судьбу твою определит. Да какая радость-то? Мужчин, твои мечты. А как еще по-другому сказать? И он, знаешь, вот этот мужик, он будет полной противоположности твоему бывшему. Там вот, где тот эмоциональный был, непредсказуемый, этот спокойный будет и надежный. Он контролирует свои чувства, он драму не устраивает, он не кидается из крайности в крайность, как бывший. С ним ты почувствуешь себя как за каменной стеной. И самое хорошее, он, знаешь, он сразу поймет, чего вот хочет от тебя. Не будет играть вот в эти загадки, догадки, намеки, драмы или там ждать, пока ты сама все поймешь. Нет, он четко скажет о своих чувствах, он четко скажет про планы свои о тебе. Это будет для тебя как вот глоток свежего воздуха после твоего бывшего, где приходилось тебе гадать на кофейной гуще. Чего он хочет, да, и какое настроение. И вот этот мужик, он, знаешь, он появится в твоей жизни неожиданно. Буквально через вот месяц-два после вот этого разрыва. То есть, знаешь, вот ты еще не успеешь привыкнуть к одиночеству, а судьба, как говорится, тебе новый шанс подкинет. И это хорошо, потому что ты в себе замкнуться не успеешь или там зациклиться на прошлом. И вот этот мужчина, он, знаешь, он в твою жизнь ясность принесет. С ним ты перестанешь сомневаться в себе, перестанешь думать, что с тобой что-то не так. Потому что бывший, этот паразит, делал так, что ты начинала в себе сомневаться. То есть вот эти все детские манипуляции, драмы и так далее, это все с бывшим было. С этим не так. Этот, знаешь, этот покажет тебе, какой должна быть настоящая любовь. Без вот этих страданий, без постоянной борьбы там за внимание, без драм. Просто два взрослых человека, которые, держась рука за руку, идут по жизни. Понимаешь? Как ты можешь упустить эту радость? И это самое главное, я считаю, в нашем раскладе. Ты испортить все можешь, да. Когда он появится, ты, знаешь, начнешь золотую середину искать между ним и своей независимостью, свободой. Понимаешь? То есть ты будешь думать, а вдруг я там слишком быстро в новые отношения ныряю, а вдруг мне нужно одной побыть. Вместо того, чтобы просто радоваться встрече, ты знаешь, ты будешь плюсы и минусы взвешивать. Еще ты можешь испугаться новых чувств. Потому что после вот того разрыва твое сердце, оно осторожным стало. И когда ты вот почувствуешь, что снова влюбляешься, тебя паника накроет. Ты будешь думать, знаешь, вот, нет,
это слишком рано, это слишком страшно. А что, если снова больненько будет, и опять это очередной вдруг мудак? И ты начнешь отталкивать вот этого человека хорошего. Твоя проблема в том, что ты захочешь все контролировать. То есть ты будешь пытаться дозировать чувства, да, там планировать развитие отношений, каждый свой шаг там продумывать, рассчитывать. Но любовь, она не терпит таких игр. Она требует искренности, она требует открытости. А ты будешь прятаться вот за этой стеной осторожности. И что самое опасное, ты знаешь, ты можешь решить, что он слишком хороший. Потому что после вот этих токсичных отношений, а именно токсичные отношения у тебя были, нормальная любовь, она тебе может показаться скучной. То есть тебе будет не хватать там вот этих драм, да, качелей эмоциональных. И ты подумаешь, что там, раз все так гладко, значит, это не настоящие чувства. Но вот это как раз ловушка. Запомни одну вещь. Настоящая любовь, она как раз и должна быть спокойной и гармоничной. Без драм, без качелей, без вот этим вот, как сказать, без контролем друг над другом. Понимаешь? Когда ты когда встретишь мужчину, какой совет тебе? Ну, знаешь, по картам тебе нужно свое сердце слушать, когда ты его встретишь. Не голову. Нет. Твоя интуиция, она тебе подскажет, что он тот самый. Не заглушай вот этот внутренний голос своей логикой, своими расчетами, своими «здесь что-то не то». Высшие силы, они послали тебе этого человека не случайно. Значит, пришло время для новой любви. Прислали, значит, пользуй, понимаешь? И очень важно, будь с ним честный и практичный. Не играй вот в эту загадочную женщину, да, как ты любишь. Не строй себя недоступную. Скажи ему прямо, там, что тебе нравится, чего ты от отношений хочешь, как видишь будущее. Он, знаешь, он оценит твою откровенность, потому что он сам такой же прямой человек. Понимаешь? А вот этими загадками прямого человека, честного, ты можешь оттолкнуть. Понимаешь? И не жди, что он будет тебя там развлекать, твои проблемы решать. Нет. Покажи ему, что ты самодостаточная женщина, которая может обеспечить себя, решения принимать для себя, планы строить для себя. Мужчина любит сильных женщин, которые знают в себе цену, понимаешь? И всегда помни одну вещь. Ты заслуживаешь настоящую любви, а не вот эти вот качели, эмоциональные драмы и так далее. После всего, через что ты прошла, ты просто имеешь право на счастье. Это аксиома, это не нужно доказывать. Понимаешь? Свои достоинства не принижай. Не думай, что ты там недостойна хорошего к себе отношения. Ты умная, ты красивая, попка как орех, самостоятельная. Любой мужик будет счастлив с тобой. Поэтому просто принимай любовь с открытым сердцем и радуйся каждому вот дню рядом с нормальным мужчиной, с которым нет драм, эмоциональных качелей и там прочей ерунды. И всегда помни, что дед всегда рядом.